Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и гости канала, те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Немо. Таро расклад. Что будет дальше? Неоконченная пьеса, незавершенная история. Вопрос, похожий на уравнение со множеством неизвестных, словно завершить, нельзя продолжить. Где запятую будем ставить? Да? Семерка Пентаклей, правда, что-то идет в затяжку. Так вот, где поставить эту запятую? Явно, когда вот бывают такие ситуации в нашей жизни, когда были и цели, и желания, были приложены усилия, и вот теперь тысяча неопределенностей или какая-то пауза, которая затянулась сверх всякой меры. И главный вопрос, а что же дальше? К чему это все идет? И вообще, продолжение какой-то истории следует? Вот давайте с вами узнаем. На самом деле, продолжение следует, что будет дальше. И мы пока не знаем, что нам раскроют карты. Но уже семерка Пентаклей перевернулась, вторит моему раскладу, причем сама торопит нас даже немножко раскрыть какую-то историю. И первый ряд карт «Кто вы?», чтобы вы могли определить, насколько та история, которую карты раскроют, и то, что нам сегодня расскажут, применимо к вам, если смысл смотреть и слушать. Давайте с вами узнаем и дальше будем спрашивать. Пойдем шаг за шагом, так что же будет? Может быть, вы сейчас именно в поисках того расклада, вообще есть ли смысл что-то продолжать? Или когда вы обдумываете, может быть, сложные эмоции какие-то борются в вас? Ну, давайте узнаем, кто сегодня пришел на наш расклад, кому карты будут раскрывать палитру последующих событий. Итак, кто вы и что в вашей жизни прямо сейчас? Ну, не самая оптимистичная карта, какое-то действительно ожидание затянулось. Знаете, уже, наверное, какая-то болевая точка, она вами точно пройдена. И если существует здоровое равнодушие, ну, то это чаще тройка мечей, когда переживания были в прошлом. Но вот какой-то сложный путь нам довелось пройти. Мы иногда можем в этом здоровом равнодушии подзастрять, и оно будет граничить с апатией. Апатия, по сути дела, да? Возможность приходит, но мы ее не видим, мы даже туда не смотрим. Вот есть у вас какое-то сожаление, мои дорогие. А в это время, пока у вас сожаление, как раз появляется возможность. Но вы, наверное, ее не рассматриваете как возможность. Может быть, это какое-то дело, которое вы пробовали или пытались завершить, или сделать, да, что-то по уму. Тут у кого-то могут быть вопросы, которые связаны с документами, оформлением каким-то, да, или решением в инстанциях. Но вот оно не получилось. Вы не получили того итога, на который вы рассчитывали, намеревались получить. Но вот теперь явно вот как будто что-то возвращается. Может быть, кто-то из вас буквально некоторые разговоры, диалоги совершил, или получил какой-то документ, или это был звонок, может быть, и в мессенджерах кто-то написал, или вы получили какое-то известие. Но, с одной стороны, я должна сказать, у вас сейчас, знаете, в чем преимущество? Нет эмоций. Тут, с одной стороны, уже явно розовые очки на вас сложно надеть в такое время. Но тут еще более сложно себя организовать, чтобы увидеть, что же дает пространство. Кто вы и что прямо сейчас. Но тут явно пора выходить из вот этого какого-то уединения. Может быть, это тот сложный вопрос, о котором вы вообще никому не расскажете. Не хочу даже признаваться, меня не поймут. Или некому рассказать. У кого-то это может быть действительно как одиночество, какое-то затянувшееся. И, может быть, вы умом-то понимаете, ну нет, уже и подзастрял или подзастряла. Ну, где взять силы вот подняться, да, вот с этой скамьи и хоть голову даже, полповорота головы увидеть эти возможности. Либо вы во всех возможностях, кто-то может видеть обман или какую-то манипуляцию, чью-то игру, а тем не менее. Посмотрите, две карты движения, причем совершенно разные. Как рыцарь Пентакли может говорить о конкретной бумаге, документе, сообщении. Восьмерка жезлов – это карта скорости. Как будто у вас, тем не менее, сейчас прекрасный период для того, чтобы выруливать на обгон. Хотя, между тем, все же это еще и
Карта, которая будет говорить о том, что действительно, может быть, было одно какое-то сообщение, извещение, бумага, документ, весточка, новость, информация, все что угодно, а следом и еще одна. Может быть, как раз разрозненность, неожиданность, потому что по 8 жезлов иногда и проходит неожиданность. А иногда даже есть колоды, когда это пишется как трансформация, мои дорогие. Потому что, да, была какая-то пауза, и вдруг что-то резко начинает меняться. Ну, давайте продолжим. Так а что это у вас прямо сейчас? Это, знаете, как будто мысли, может быть, пытаются вас самих преодолеть, ваши же мысли, да, вот какая-то ментальность или интеллект назовем. Ну, вот та невидимая сила, которая нами руководит. Что я имею в виду? Может быть, ну, какая-то часть вашего такого рационального мышления уже дает подсказки: «Нет, давай, как бы либо к чему-то приготовься, либо куда-то буквально отправляйся». Вот 2 карты движения. Но выходи вот уже из этого прошлого, которое уже завершилось. Оно-то уже и само от тебя оттолкнулось как будто, или та ситуация. Сейчас что-то по-другому будет разворачиваться. Но ты мыслями там. Одно дело рационализм, другое дело наши чувства, эмоции. Они не поддаются такому холодному раскладу по полочкам, правда? Вот попробуй себя заставь не думать о чем-то. Это ведь очень сложно на самом деле. Мысль словно сама лезет в голову. Но вот у вас сейчас как внутренняя борьба, по крайней мере, все карты об этом, потому что было явно причина, вот да, такой апатии. А потом вроде бы что-то и развивается, или опять вы ожидаете, что снова будет какая-то пауза, или ничего не получится, либо опять люди или конкретный человек, какая-то игра, боже, как я устал или устала от всего этого, уже я ни во что не верю у кого-то и так. Но так вы становитесь сильнее, посмотрите, аркан сила. Карта силы – это так же, как и карта мага. Мои дорогие девочки, это нарастает как будто или возрастает ваша сила. Ведь это женская сила чаще всего карта. Если мы говорим маг, ну там мужские энергии, там больше именно, ну знаете, даже если касается вас, то все же это более такая жесткость мужская. Может быть, иногда нам и приходится решать те вопросы, которые призваны решать мужчины. Но здесь сочетание именно тех возможностей мага. Он великий практик. Но дипломатия. И когда мы готовы, в принципе, договариваться, просто договариваться, мы не говорим сейчас условия или какие-то условности, мы, в принципе, не хотим себе навредить. Поэтому мы свои эмоции, ведь лев – это прообраз нашего эго, или это вот наша эмоциональная реакция на что-то. Мы понимаем, не то, что мы себя искусственно сдерживаем, скорее мы себя уговариваем, что нет, ты должен или должна вот сейчас на эту тему не реагировать так остро, и тогда у тебя получится осуществить какой-то план. Ты просто будь внимательным, чтобы не попасть в просак или не попасть в какую-то, ну, может быть, и дурацкую историю, или не дать себя уговорить. Поэтому вот сила возрастает. То есть мы, в принципе, сила в чем? Мы настроены на то, что с нами могут хитрить, может быть, какой-то подвох. Мы этого ожидаем. Ожидание – это не есть, как знаете, вот так вот такая сосредоточенная напряженность. Нет, это карта расслабленности. Когда мы предоставляем событиям развиваться своим чередом. Но мы за этим наблюдаем, и мы, самое главное, не торопимся в этом участвовать. Ведь аркану сила – это принадлежит, знаете, как солнце в деве или критическое мышление. Вот как раз нам это помогает. Мы транслируем как раз доброжелательность, но в это время голова наша очень холодно, четко работает. Вот так. Может быть, вы где-то сами чувствуете, что что-то подобное вам необходимо, потому что впереди нужно решить некоторые вопросы, которые касаются, первое, взаимоотношений, и, может быть, приходится снова и снова сталкиваться с тем человеком, который как раз и оказался виновником вот такого торжества. Ну, это я в кавычках. Или денежная ситуация на грани, ну, если не краха, то сложная. По пятерке пентаклей всегда недостаток. Недостаток взаимопонимания, недостаток финансов. Вот у вас достаточно силы не только закрыть в прошлое дверь,
но и решить какие-то вопросы злободневные, которые напрямую касаются вашего благополучия. И, кстати, пятерка пентаклей не говорит, что здесь есть какая-то сепарация. Мы должны объединить первое и второе. Мы как будто это не выбор, а соединение некоторых вопросов, когда вот это и дипломатия, внимание к деталям просто необходимы. Явно подытожим, и из тех, для кого сейчас карты хотят рассказать какую-то историю, есть те люди, которым сложно выйти из вот этого тягостного положения эмоционального. Это точно. И вместе с тем, что вот-вот уже на пороге у вас какие-то возможности информационные, может быть, это вы уже получили, или когда, знаете, жизнь набирает темп, тут нужно действовать. И, может быть, где-то вы пытаетесь, сделали шаг, а потом вас словно, ну, так вот уводит обратно в сторону, и хочется, может быть, даже хочется как закрыться от всех, перевести дух, как будто вы можете чувствовать, что у меня не хватает сейчас ни сил, ни решимости, ни, в принципе, какой-то внутренней аналитики для того, чтобы все контролировать. А тем не менее, у вас получится, понимаете, когда выпадает аркан сила, и тем более я могу сказать, если меня, к примеру, смотрят девочки, и вы в себе сомневаетесь, это карта вашей силы, повторюсь. Мои дорогие мужчины, какая-то вот подобная история могла быть связана с женщиной, когда вы тоже... Ну, и мы не говорим предысторию, тут у каждого свое, что повлекло или послужило причиной вот какой-то запутанности или какому-то конфузу в вас. Может быть, был один прав, другой виноват, или как бы наоборот туда, или каждый имеет свою какую-то правду, и в чем-то он на 100% абсолютно прав, но есть и какая-то правда партнера. Вот тут явно что-то так вот неоднозначное, понимаете, а это нужно соединить. Может быть, и какие-то сложные беседы, но речь идет тогда для мужчин о той женщине, которая и самостоятельно, и очень притягательно. Тогда я вам могу сказать, это вам плохо, а ей это тоже не очень хорошо. Хоть наш расклад больше как бы про вас лично, а не про пару. Но тут такие карты идут, когда они, как бы, понимаете, в паре. Пятерка пентаклей нам говорят и недостаток, и финансов. То есть двойственность какая-то есть. И здесь десятка мечей и четверка кубков. Как бы явно какие-то минусы, история из прошлого. Но и движение вперед тоже как бы парная карта. Ну, две карты, в итоге смысл парный, что один выходит навстречу, а второй-то может откликнуться. Поэтому тут вот какая-то такая интересная ситуация. Пусть это связано с документами, значит, это вы могли получить, ну, какое-то продолжение того или иного вопроса, который долгое время либо у вас стоял на паузе, либо вы уже махнули рукой и думали, ну, это вообще никогда не решится. Это только из области иллюзий. Правда? И тут тоже такие вопросы. Ну, вдруг что-то, ну, как невидимая сила приводит в движение, тем или иным образом вопрос опять поднимается, потому что он должен быть решен, потому что в той точке, в которой он застыл, он не может остаться. Понимаете, иногда ведь самые разные силы начинают вот активность вот развивать в том или ином деле, в том или ином вопросе. Мы не все видим, это правда. Но вот давайте будем с вами узнавать. Так что же будет дальше? Что будет дальше? Вот из этой апатии. Ага. Ну, тут, с одной стороны, смотрите, аркан дьявол, зависимость. И тут может быть зависимость от того, что тут у нас кубочки стоят, и вредные привычки я тоже допускаю. Но иногда, знаете, это как зависимая ситуация. Вот пятерка пентаклей нам говорит о том, что, может быть, и от вас кто-то зависит. Кстати, я тоже такое могу допустить. Но ведь и вы можете от чего-то зависеть. Это могут быть даже необходимое согласование с руководящим каким-то составом или какими-то чиновниками. Может быть, предыдущий диалог вовсе не диалог, а закончился монологом и каким-то очень некрасивым, а вопрос остался нерешенным. И поэтому вы словно зависите друг от друга. И руководителю этому, ну или чиновнику, нужно красиво как-то, элегантно завершить эту, ну, или вопрос, или написать вам, допустим, какую-то, может быть, важную бумагу или ответ. Он не может без взаимодействия с вами, ну, это сделать. Понимаете? Взаимозависимая ситуация. Вот у кого-то что будет касаться на уровне взаимоотношений, а тут явно просто сфера
Это может быть и ваши достижения, это действительно могут быть какие-то финансы, у кого-то просто какие-то баталии с чиновниками. Почему нет? Такое тоже бывает. А у кого-то вот личная история, когда и закончилась вроде как эта пьеса. Не то завершилась, не то не завершилась. Или завершить нельзя, продолжить. Ну, правда, где там эту запятую ставить? А тем не менее, невидимая сила еще эти узы как будто не прекратила. Вы все равно как взаимосвязаны. Старший аркан. Есть зависимость. Ладно, что будет дальше? То есть это мы, от этого мы отталкиваемся, понимаете? То есть нераззавершенный вопрос. Вот так. И по четверке пентаклей, если мы говорим о вас, что будет дальше? Вы не очень настроены тут прямо с места в карьеру куда-то бежать. Как будто лучше я посижу, понаблюдаю. Отчасти, между прочим, это правильно. Э, Неторопливые действия вам будут помогать. Потому что, может быть, кстати, вот противоположная сторона. То есть мы с вами говорили по первому ряду. Есть вы и есть кто-то еще. И неважно в лице кого. Любимого человека, какого-то друга, каких-то контактов, опять же, чиновников. Я уже не повторяюсь. То есть тут от двоих, от взаимодействия, кто как с кем договорится, будет явно развиваться какая-то история. И вот эта зависимость, это может быть вы думаете, ага, вот я же завишу от них, а вы видите только одну сторону медали. А другая, то, что от вас-то тоже зависит, понимаете? И мы этого даже не видим. Тогда для вас, мои дорогие, какая-то очень даже интересная позиция, потому что у вас сильнее позиция. Вам как будто и достаточно даже того, что вы просто кого-то слушаете, принимаете в чем-то посильное участие. Или когда медленное какое-то продвижение, планируете что-то себе на будущее, это точно. Но вы взаимодействуете, как бы не отказываетесь, не уходите как в какую-то, знаете, безответную реакцию или зону отчуждения, да, когда вы не реагируете ни на что. Может быть и так. Но, тем не менее, вы можете в любой момент включиться в этот вопрос. Я вижу, что падает свет не самым удачным образом. Сейчас я попробую это каким-то образом исправить. Я надеюсь, исправить у меня не очень хорошо получается. Прервала видео. Надеюсь, что так будет видно лучше, мои дорогие. Поэтому, ну, давайте будем продолжать. В конце концов, карты видны, в общем-то. Итак, идем с вами дальше. Тройка жезлов, тем не менее, нам вторит восьмерки жезлов и говорит, что нет, у тебя сейчас то время, когда будет что-то меняться. Вот этот вопрос или вот эта тема, она должна быть, ну, в каком-то своем развитии продолжена. А впереди тысячи неопределенностей. Вот это точно. Надо же, как интересно. По аркану Луна мы тут что-то не можем просчитать. У кого-то из вас что будет дальше? Вам как будто нужно, опять же, карта говорит, тебе вот у страха как глаза велики, между прочим, да? Котик наш милый смотрит в пруд, там ему целая пума. Поэтому доверяйте своей интуиции. И нам вот как по дорожке лунного света в сторону Луны как будто придется пройти, не беря на себя, может быть, отчасти ответственности, каких-то обязательств. Никому не говорить ни нет, ни да. Вот как детская игра, да и нет, не говорите. Раньше такая была. Ну, а по-другому как будто и нельзя. И вы знаете, вот такую политику или стратегию, тактику вам нужно взять на долгий период времени. Удивительно, но вам это будет помогать или может лет 10 как минимум. Вам помогает это, слушая интуицию, когда вы, может быть, для кого-то из вас себя приготовить к тому, что, ну, это такой путь не самый легкий и простой, но тем не менее он для вас может означать, или пусть это касается отношений, например, или решения какого-то вопроса, но тогда я должна сказать, рассматривайте все альтернативные варианты, не будьте риски, не выносите так жестко вердиктов, потому что тут все-таки, знаете, вот как звезда, нет ничего невозможного. Тут каким-то совершенно, может быть, невообразимым путем появится вот та возможность, когда вы сможете эту ситуацию как будто либо переломить или с кем-то договориться, получить одним словом какие-то бонусы или разрешить вопрос, получить документ. Но вот для вас само завершение или сама возможность, она намного важнее, нежели мы бы застряли в одном пункте, доказывая, кто прав, кто не прав. Вот нет.
Понимаете, это есть какая-то как невидимая возможность, сила. И с одной стороны, может быть, это и есть где-то экзамен жизни, когда нужно суметь и себя сохранить, и как будто вот пройти, когда ни карты нет, да, по непознанной территории, когда компаса нет, когда вообще вокруг сумерки, облик есть, очертания есть, конкретики никакой. Как будто научиться жить без конкретики. Лет 10, мои дорогие, неожиданно. Что будет дальше? Тут явно есть какая-то история, которая связана либо с расстоянием, либо с личной жизнью. Эта карта может говорить также у кого-то, но я не берусь судить, что есть отношения, которые как знакомство в интернет. Но тут такая путаница тоже может быть. И значит, вот какая-то зависимость, да, она есть, присутствует. Может быть, тут у каждого по-своему. Единственное, хочется сказать, будьте внимательны с деньгами, не попадитесь в какую-то аферу, прямо вот буквально так, мои дорогие. Нет, потому что тут мы можем слышать самое разное. А вам вот так, на сундучке, как я сказала. Не торопитесь действовать. Если кто-то просит денег, тогда вообще однозначно нет. Тут как помощь рассматривать можно, принимать, с учетом вашего будущего, будущих планов. Но и то это делать очень аккуратно, чтобы у вас-то у самих не было никаких обязанностей. Хочется еще раз повторить. Ладно, а что будет дальше? Как-то неожиданно разворачиваются карты. Карты нас как будто предостерегают, мои дорогие. Ну, наверное, как у Данте. Это точно. Будь готов к неожиданностям. Опять снова говорит карта рыцарь жезлов. Это когда буквально в неожиданности, которые в виде и информации, или какие-то скорости, когда нужно куда-то ехать, отправиться, оставить один круг вопросов, переключиться на что-то другое. Это может быть связано и с людьми, которые приезжают к вам или с вами контактируют, может быть, звонки, переписка, все что угодно. Это больше и деловая какая-то поездка может быть, потому что жезлы, дела, работа, бизнес или откуда деньги, или что-то связанное с деньгами. Тут и скорость, тут и деньги, тут и интерес, может быть, вопросы работы. Здесь могут прийти какие-то неожиданные возможности. Но тут ничто не просчитаешь. Вот смотрите, как с завязанными глазами, хотела сказать, и карта еще такая переворачивается. Слушайте интуицию, правда, тут есть и какой-то период, вот что дальше мы спросили, да? Так вот какой-то, знаете, на ощупь, с завязанными глазами. Нам придется пройти такой период. Видимо, либо сама по себе правда, или какой-то вопрос, тема не быстро прояснится. Поэтому настройте себя, что, вот, наверное, как по этой карте, обратите внимание, глаза завязаны, и наша ведьмочка бросает ножи в мишень. И кто знает, будь глаза развязаны, то есть она бы смотрела, она, может быть, в этот центр и не попала, кто знает. А интуиция так работает. Поэтому выбор есть. Выкуп мечей всегда. И ворон, мудрая птица, уже как будто сидит, да? Может быть, так это ментально, поддерживая свою хозяйку, или, а кто, может быть, это не хозяйка, все-таки это свободная птица. Все же есть взаимосвязь, да, между мудростью, и если мы говорим ведьмочки, но это та, которая все знает где-то. Это та, которая, да, у себя на уме. Но и вам придется быть у себя на уме. Мы уже с вами об этом говорили. И интуиция вам будет давать подсказки в том плане, что не все истории вы можете просчитать. Вопрос действительно может касаться жилья, денег, личной жизни. По крайней мере, для вас это будет очень важно. И вот смотрите, вот весь наш расклад. Одна карта как будто говорит о том, что есть какие-то мотивы «за». И следующая карта уже говорит либо путаница, либо неопределенность. Вот, посмотрите. Если тут карта будущего, значит следующая карта Луна. Неясность, темнота или как очертания есть, конкретики и нет. Звезда тоже больше нам проясняет, но это то желание, которое быстро не исполнится. Опять же, дистанция. И после этой дистанции нам снова говорят, а тут будет что-то убыстряться. Или человек. Вы можете столкнуться с таким даже человеком, мои дорогие.
Или, может быть, это тот человек, на кого вы смотрите даже. У кого-то так. И его отличает нестабильное какое-то поведение, так и хочется сказать, или нестабильное настроение. Он сам словно мечется и сам не знает, не то он чего-то хочет, он согласен или нет. Но я могу точно сказать, ответственности мы тут не видим. Кого-то за вас, поэтому и мы с вами говорили, не берите на себя никакой ответственности. Себя сохранять, девятка жезлов. У вас, тем не менее, будет достаточно сил, мои дорогие, как и физических сил, так и бодрости, но очень хорошо понимать, на что вы соглашаетесь, что вы подписываете, с кем вы взаимодействуете, но ни разу нельзя как будто нацепить на себя розовые очки. И вот нам показан чаще при девятке жезлов, воин показан с перевязанной головой. Но здесь не совсем воин, тут такая вот ведьмочка, но тем не менее голова перевязана. Это и о чем? Шишек уже где-то набило, поэтому лучше собой не рисковать, это точно. Вы столкнетесь с людьми, которые будут спорить. Либо пытаться вас, понимаете, вот у вас есть своя задумка и цель, мои дорогие, а как с людьми, которые не определились или которые, ну, вот им сложно на чем-то одном остановиться. Либо вообще много будет людей, которые совершенно, может быть, в разной ментальности, которые вам не близки по духу, а тем не менее здесь кто-то может вас даже провоцировать или пытаться вас вывести из терпения. Тут, вы знаете, если вы будете вот такое хладнокровие хранить, то вы явно кого-то этим даже можете злить. Вот, кстати, но самое главное не это. Самое главное, что это вам помогает. И у кого-то первого, но не у вас тогда, начнут сдавать нервы. Кто знает, давайте посмотрим дальше. Может быть, как раз когда нервы у кого-то сдают, с этого начнется развязка этой запутанной истории. Что будет дальше? Похоже на то, мои дорогие. И если вас кто-то буквально вызывает на какой-то конфликт или, ну, как-то так, знаете, очень активно проявляет эмоции, а вы храните молчание. Вот как карта сила. И тогда, вы знаете, постепенно, постепенно вы будете видеть, мои дорогие, что какая-то, это я хочу карту сила положить. По рыцарю кубков приятные эмоции, какие-то признания или, в принципе, хорошее настроение, продолжение и так больше активности, которая либо сама по себе на вас направленная с добрыми энергиями, или когда вы сами куда-то, может быть, даже отправитесь, потому что вам это интересно, у вас что-то в вас изменится, вы можете ощутить как раз свою большую силу, значимости, и в связи с этим может, правда, наступать какая-то развязка, к чему это дело идет. Вот конкретно Паш Пентакли. Более того, еще могут появиться какие-то дополнительные новости, сведения, информация. И правда, к чему же это все идет? Честно говоря, какой-то запутанный расклад. Что будет дальше и к чему это все идет? Как будут дальше развиваться события? Ну, наверное, вот такая ваша тактика, стратегия, о которой я говорила, вас, тем не менее, приводит к какому-то финансовому выигрышу. Я не имею в виду лотерею, мои дорогие, но если на кону, как я сказала, либо личная жизнь, либо, может быть, и вопросы статуса, карьеры, что-то такое, да, есть противодействующая сила, есть и запутанность, мои дорогие, есть и чей-то интерес. Вот однозначно сложная ситуация. Тут от вашего желания все мы не сможем решить. Даже если мы будем, ну, где-то активничать чересчур или кому-то что-то доказывать, мы только и время, силу потеряем. Более того, мы как себя раскроем. А судя по выпавшим картам, ну, никак нельзя быть открытой книгой для окружающих. Ну, такое время. И мы уже с вами сказали. Тут наоборот освоить нужно некоторое лицедейство, причем с забегом или так это с прицелом на 10 лет. Итак, финансовую историю вы можете закрыть. Ух ты, карта мага. Какой-то человек, который попытается с вами, знаете, как будто и лестью, есть фраза «не мытьем, так катаньем». Вот что-то подобное будет. Может быть, сначала это будет какая-то лесть или какое-то предложение, пусть не лесть, да, а просто, ну, чем-то вы будете воодушевлены со стороны вот именно оппонента.
А потом может такое статься, что а, либо будет несогласие, либо какое-то противостояние или даже желание конфликта, все-таки пятерка мечей. Но если вы будете абсолютно невозмутимы, мои дорогие, вот держите осанку на любых поворотах. Какой бы ни был там поворот, как бы кого ни заносило, может быть, правда, на виражах, или слепой поворот, вот как по аркану Луна, иду на ощупь, мелкими шагами. Самое главное, аккуратно себя бережем, но все-таки продвижение следует. Магами не рождаются, ими становятся. И вы можете решить какой-то запутанный вопрос. При этом вам могут, кстати, встретиться на вашем жизненном пути тоже великие манипуляторы. Поэтому вы и, в принципе, могли уже столкнуться, ваша ситуация могла быть завязана именно на какую-то чужую игру, которую вы не видите. И, в принципе, может быть, предполагаете, но до конца вы даже ее не разгадаете. Там какой-то конгломерат, может быть, разных интересов. Я такое допускаю, потому что мы все разные. И вам в одиночку нужно противостоять или себя сохранять, и еще при этом какие-то бонусы получить, когда, ну, некоторые силы, они заинтересованы в собственной победе и именно получении того эффекта, как они нацелены на это. А вот вам чужую игру переиграть надо и все козыри забрать в свои руки. Буду благодарна вашим комментариям. Ладно, что будет дальше? К чему это все идет? Еще один старший аркан. Колесница. По колеснице это тот успех, который к нам придет через какое-то время. Понятно, это мы сами будем отстраивать его. Но самое главное, в начальном варианте ситуация выбора. Вот конкретно, туда или сюда, направо или налево. В две стороны не пойдем. То есть у вас, если вам сейчас кажется, да, этот выбор сложный, вот слушайте интуицию. Тут и будут действительно такие, может быть, не раз ситуации, когда умом не понять. Мы говорим, ни в какие рамки это не вписывается. А вот тогда подсознание вам дает правильные подсказки, как поступить. Слушайте, глаз собственной мудрости. Не случайно ворон, да, я уже говорила об этом. Потому что у вас, знаете, как, насколько была запутана проблема, так она, видимо, сразу, может быть, одна какая-то сфера решается, и она потянет за собой все остальные. Вот здесь может, знаете, быть начало с чего-то, как с одного шага. И дальше эта цепочка или вот этот клубочек, он будет развиваться, распутываться. И шаг за шагом, да, это не просто, это правда. Еще и на какую-то дистанцию. Но посмотрите, какие карты. Вы меняетесь, понимаете, мои дорогие. Что будет дальше? Да вы изменитесь так, что, кто знает, через год оглянетесь назад и удивитесь, где вы были раньше и где вы теперь. Что будет дальше, к чему все идет. Королева кубков. Может быть, даже меня смотрят те люди, которые имеют и семью, и детей. И вот эти все сложности, они касаются и ваших и деток, и семьи, а у кого-то просто личной жизни. Но эта карта, карта любящего человека. Это тот человек, который не очерствел душой, не стал таким, знаете, равнодушным скупердяем ни на эмоции, ни на, может быть, и материальные какие-то средства. Я про материальные нам не говорят, но все-таки делится же наша королева кубков, правда? Поэтому это карта альтруизма, но с альтруизмом, я бы сказала, нужно быть аккуратным. Может быть, эта карта будет означать как раз то, что и у вас, в вашей жизни будет тот человек, пусть хотя бы один, который будет откликаться на ваши желания, или я имею в виду чаяния. Это то, когда мы, ну, как верны друг другу, все же тут больше про любовь, про личную жизнь. Или пусть это даже не любовная история, а это кто-то из друзей или из ваших родственников, из ваших близких, который за вас, человек, который за вас переживает. И значит, вы уже не один или одна. Давайте посмотрим, вот интересно. А у кого-то напрямую будет говорить о том, что вы можете встретить такую любовь. Вы сами. Но что делать с этой любовью, я бы не сказала однозначно. Потому что следующая и карта жрица. Тут тоже какая-то запутанность. И по аркану колесницы как будто
Ехать надо, идти вперед придется, но при этом еще опять тысяча неопределенностей. Хочется сказать, что почему, может быть, карты советуют вам научиться жить вот интуицией отчасти. Интуиция – это не глубокое самокопание, это самодоверие, мои дорогие. Может быть, последующий период жизни, он будет в себя включать разные такие периоды, когда что-то вроде на паузе, а потом следом идет период, когда что-то закручивается, да, или наоборот, начинается какая-то сумятица или чрезмерная активность. И вот переходы вот эти нам всегда бывает осуществить достаточно сложно. Когда пауза затянулась, мы сетуем на то, что ну вот, ничего не меняется, одно и то же. А когда наоборот, э, дело принимает какой-то такой молниеносный оборот, мы тоже думаем, боже мой, хоть бы передохнуть денек. Вот ведь правда, человек, он таков, что всегда чего-то не хватает. Поэтому настроить себя, точнее, на какой-то подобный ритм жизни, я бы сказала, тут для всех нас было бы неплохо, кто смотрит это видео и досмотрел до этого момента, потому что двойка жезлов где-то говорит о той ситуации, которая ведь тоже на какой-то период может зависнуть. Почему я и говорю, что здесь какая-то периодика явно идет. Наверное, вот самое главное вот эти три карты. Если мы спросили, к чему все идет или что будет дальше, вот вам задача набрать силу, определиться для себя самого или самой, или решить какой-то финансовый вопрос, или с работы, или откуда к вам приходят деньги. Может быть, это и какая-то ситуация с близкими, тогда ее тоже нужно подвести к итогу. В центре маг. Он тут великий практик, и он материалист, кстати. Поэтому тут есть возможность финансово улучшить ситуацию, то точно. Но и с другой стороны, будьте в любой момент готовы куда-то поехать. Не держитесь, понимаете, хочется сказать, за что-то. Тут как будто даже непонятно, за что тут держаться. И если кому-то с вами по пути, вас обязательно догонят, мои дорогие. Но, видимо, будут еще множество таких моментов, когда только интуитивно можно приблизительно предугадывать, что же будет дальше. Как будто, посмотрите, по сути дела нет никакой стабильности. Вот странный расклад, мои дорогие. А как действовать? Давайте достанем карту совет. Вообще неожиданно. Ну, как действовать, нам карта не говорит. У вас еще один, мои дорогие, старший аркан, который называется Солнце. Как минимум приготовься в такой забег месяцев на 6-8. Что-то будет и проясняться. А может быть, вот таких вот, знаете, лабиринтов накопилось в вашей жизни уже много. И тогда шаг за шагом сначала один лабиринт должен решиться, потом второй, потом третий. Вот может быть уже какой-то длительный период вы накопили вот этих путаниц не одну. Но может быть сейчас вас беспокоит что-то одно, потому что это на первом плане. Это вот именно хотелось бы сейчас как-то разобраться, да. И вам кажется, что решу я вот один какой-то вопрос, да, или тему, и все у меня сразу будет хорошо. Да нет, тут еще что-то есть явно, чего мы просто не видим. Поэтому, если мы себя настроим на то, что 6-8 месяцев мы должны четко понимать, чего мы хотим достичь, карта выбора правильного направления. Но я вам скажу, будет ясность. Вам тут высшие силы помогают, наделяя вас и силой, и умением, и мудростью. И вот эта чуйка, да, которая вам будет подсказывать. Нам ведь тут уже много раз сказали, что абсолютно карта силы. И о том, что вы умеете сплести в единый узор ваше желание и не навредить себе, да. Лучше договориться, чем обострить какой-то конфликт. Лучше, может быть, как-то красиво провзаимодействовать, ну вот как маг, но именно так, чтобы не создать себе как или не усложнить жизнь. Вот самое главное, так и хочется сказать. А у кого-то, правда, вопросы пары, которые вот так вот тоже какую-то путаницу представляют. Может быть, это человек, который вы даже не знаете, вам могут не рассказывать. Еще какие-то у него свои там тоже путаницы по типу ваших. И пока вот это все разберется, или будете, не будете вы тут вместе, мы вообще этот вопрос не ставим. Но самое главное, я, кстати, могу допустить, что просто взаимодействие какое-то
Оно, по крайней мере, в ближайшее время, судя по всему, по аркану Солнца на 6-8 месяцев, ну, в той или иной мере, может быть, как общение или какие-то общие задачи. Может быть, это у кого-то взаимодействие, как бизнес или партнерские какие-то отношения. Но я тут вижу, это будет продолжаться, потому что есть материальный интерес. Материально это не имеется в виду, ну, прям вот так вот жесткий кто-то деньги, хотя я такое тоже допускаю. Мы все разные. Но тут больше нам о чем карты говорят. Если есть, знаете, как искренняя дружба, то тогда отношения могут быть продолжены, если мы именно о паре. Дружба, что имею в виду? Это не про страсть, это не только эмоции, а когда мы, знаете, как люди интересны один другому. Но взаимодействие явно продолжится либо в личной жизни, либо у кого-то по конкретному вопросу. И вы его решите, даже не сомневайтесь. Но следом за ним откроются еще какие-то множество. Дистанция 6-8 месяцев, мои дорогие. Перекладывайте на себя, а я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, пишите искренние комментарии, напишите, может быть, через какой-то период времени, или для кого это импонирует. Я могу допустить, что не для всех, потому что, ну, правда, такой путаницы не всегда еще и выпадет. Но, тем не менее, и так бывает. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.